Спасибо, друзья. Спасибо за все молитвы. Thank you for all your prayers. И я еще раз хочу напомнить, что мы сегодня собрались рассказ в жизни Абдул-Баха. И нам в этом поможет господин Джамшид Арджоманди, который сейчас находится в Суринаме. So we are delighted to have all our friends gathered today. We're going to talk about Abdul-Baha, and Mr. Jamshid Arджоманди is going to facilitate this meeting. So without further ado, I will give you the floor. Allah, friends. Allah. Allah. It is so unbelievably wonderful to be with you all again. И это, конечно, очень большая радость, что я могу быть с вами еще раз. Now, all this time when we were away from each other, I was dreaming about today. Ну, конечно, все это время, как мы не виделись, но я думал о вас все это время. You know, and then of course that we should be together. It just happened like it should happen today, which is really the 21st of May, and tomorrow is the 22nd. According to the Baha'i calendar, tomorrow is the declaration of the Baha. И, конечно же, друзья, то, что мы встретились сегодня, это не просто так, потому что мы уже, я давно готовился на эту встречу, и когда мы должны были решать, когда начнем, и вот мы решили начинать сегодня, и я хочу сказать, что это не просто так, потому что есть какое-то значение, почему мы начали сегодня. Ну, одно я могу вам сказать, что мы сегодня 21 мая вот начинаем эту программу, а завтра, как в календаре Бади, получается, что декларация Баба, да? Сам декларация Баба это вот 22 мая. Yeah, this is so wonderful, but also we know, and I will show this, and as we go on, we will discover that it is exactly the same night, on the same night that the beloved master Abdul-Baha was born in the city of Tehran to the family of Baha'u'llah. И так как, может быть, вы в курсе, может быть, кто-нибудь знаете, но вот тот же самый день, тот же самый вечер, когда объявил Баб как мессия на это время, этот же вечер родился еще Абдул-Баха. Вот Абдул-Баха родился точный в день, точный вечер в семью Бахауллы. И вот это тоже очень символически, это очень важная дата, то, что мы сегодня начали эту программу. Now, so let me just explain about this program before I started even. And the idea is, I was thinking that in the 2017 we commemorated 200 years of the birth of the Baha. И просто вот когда мы собрались, мне вот в голову пришло, то помните, да, мы в 2017 году праздновали 200 лет. And 2 years later, in 2019, we celebrated 200 years of the birth of Baha'u'llah. И также спустя 2 года, в 2019 году, мы праздновали день рождения Бахауллы, 200 лет Бахауллы.
And now, 2 years later, in 2021, we are going to spend the whole year thinking about the beloved master, Abdul-Baha. И так случилось, что вот сейчас 21 год, да, 2 года спустя, мы вот целый год, это 21 год, мы будем думать о Абдул-Баха. И весь этот год мы будем говорить и думать о Абдул-Баха. Because, you know, dear friend, in various letters of the Universal House of Justice, they are, without really saying it, they are drawing our attention to the person of Abdul-Baha constantly. They're talking about Abdul-Baha. They're talking about his life. They're talking about 100 years after his passing. They're talking about reading of the Will and Testament. They're talking about the tablets of the divine plan of Abdul-Baha. So everything is all about Abdul-Baha. И так интересно, что в этом году Всемирный дом справедливости нас вызывает и рассказывает, что этот 12-месячный план, годовой план, то, что происходит, это весь план, то, что говорит, большая часть этой Всемирный дом справедливости говорит, что было с Абдул-Баха, да? Вот, все, что произошло с Абдул-Баха, и празднование разные мероприятия будет вот, 100 лет спустя вот, смерть Абдул-Баха, и вот про его жизнь, про его скрижали, про его воли и завещания. И вот Всемирный дом справедливости нам потихоньку вот подсказывает, что мы этот год должны вести с Абдул-Баха. And so that gave us an idea. And Nabil, of course, was thinking about it. And I have, for a long time, I have been thinking about making a very special presentation about the beloved Master. И так, когда вот мы говорили, когда закончили прошлые встречи о паломничестве, вот мы с Набилом думали, что надо представить, что можно предлагать друзьям. И как раз нам пришла идея в этом году, вот мы же должны говорить про Абдул-Баха и рассказывать про Абдул-Баха. И поэтому мы вот решили, чтобы подготовить и сделать такой необычную презентацию про Абдул-Баха. И вот мы уже сегодня начинаем эту вот программу. And really, I know there are many different kinds of videos made by very highly qualified Baha'i teachers and speakers and lovers of Abdu'l-Baha, which are available on the internet in various languages. I know that. И, конечно, я знаю, что вы, наверное, уже видели в интернете, есть очень много рассказов и презентаций и в разном языке про Абдул-Баха. Очень много есть историки, которые наши вот, рассказывают про Абдул-Баха. Они по-разному рассказывают. Есть много лекторов, они тоже рассказывают про Абдул-Баха. Конечно, я знаю это все, что это есть. Можно пойти в интернет и послушать в разных языках. And they are of such a high quality that really everybody should watch those. But then I looked at some of them myself, and I saw that there is still probably a place for what I want to share with you. И, конечно, мы можем пойти в интернет и посмотреть эти все видео и все эти рассказы про Абдул-Баха. Конечно, много видео очень качественно сделано, поэтому я предлагаю воспользоваться этими все материалы, которые есть в интернете, и изучайте про Абдул-Баха. Да? Многие люди очень красиво расскажут, вот это все история про Абдул-Баха. Но все равно, когда я смотрю на это все,
всегда я находил какие-то места, я сам вот подумал, что вот я бы рассказал вот так в этом месте, или по-другому, или у меня, может быть, есть другая информация. И вот есть такой вариант. Because I know everybody, you know, all Baha'is, we know Abdu'l-Baha. We love Abdu'l-Baha. His photograph is in our home, and we look at him. Конечно, я знаю, что вы все знаете, кто Абдул-Баха, и мы его очень любим, и его фотография у нас у каждого дома. Конечно, я знаю, что вы все в курсе, кто Абдул-Баха. But then again, when I read the message of the House of Justice, I think that they want us to get to know Abdu'l-Baha personally, so we make a personal connection. И когда вот я почитал послание в Всемирный дом справедливости, я пришел к такому пониманию, что Всемирный дом справедливости очень хочет сейчас, чтобы мы очень поближе познакомились с Абдул-Баха, и чтобы мы изучали персонаж Абдул-Баха. So that we are just like, he's like our father, he's connected, we feel that relationship right away. When, by getting to know him from his childhood right up to the time of his ascension. И сейчас то, что мы хотим сделать в этой программе, что мы будем узнать, кто был Абдул-Баха лично, какой личности он был, и начиная от его детства до самой старости, мы пройдем и это все его жизни в этом программе. Because Abdu'l-Baha is just like us, but he's not like us. He's heavenly, he's different. И, конечно, когда говорится про Абдул-Баха, мы можем сказать, что он похож на нас, он как будто один из нас. Ну, по-другому можно сказать, он не один из нас, потому что здесь есть такой его божественный в жизни, да? Мы знаем, что это очень важно, что чтобы мы знали его с этой стороны. And so we are going to now look at the life of Abdu'l-Baha from as early as we can. That there are stories, there are records, there are possibility of going back in time to his childhood at the time when he was in Tehran with Baha'u'llah, with Asiya Khanum, with Greatest Holy League, with Mirza Mehdi, and to see that. And then come up all the way to the time of his ascension. И так как мы начинаем изучать, узнавать о персонаже, личности Абдул-Баха, мы, конечно же, начнем с его детства, насколько мы помним, мы знаем, насколько есть информация, какое детство у него было в Тегеране, в семье, своей матери, своим братом, своей сестре, и со всеми, какое детство у него было, и начиная оттуда до его смерти, до старости, до его смерти мы будем говорить на этом программе. So that is really what the program is going to be. And also, not only we are going to look at the person, but also we are going to bring a connection with Baha'u'llah and what Baha'u'llah says about Abdu'l-Baha in the various tablets that he revealed to tell us who Abdu'l-Baha is, and also to what Abdu'l-Baha revealed and left behind for us. We are going to study these together.
И, конечно, мы будем изучать саму личность Абдул-Баха, кто был Абдул-Баха. Еще мы воспользуем то, что Бахаулла нам сказал и представил, как Абдул-Баха, как для нас после Бахауллы, и кто он для нас, и то, что говорит Бахаулла. И мы будем изучать эти главные скрижали, где Бахаулла говорит про Абдул-Баха, конечно. И после этого мы будем еще изучать те скрижали, которые Абдул-Баха оставил для нас, чтобы мы могли работать, дальше продолжать нашу работу через эти скрижали, то, что сам Абдул-Баха оставил для нас. So this really is going to happen. They were going to study the tablets of the branch, the tablet of the branch. This is really the first important tablet that Baha'u'llah revealed to tell us who is Abdu'l-Baha. И, конечно, мы будем изучать самые главные скрижали, где Бахаулла представляет для нас, где представляет, кто был Абдул-Баха для нас. Это одна из самых главных документов, где мы изучаем про Абдул-Баха. And then, of course, what Abdu'l-Baha revealed in his will and testament, in the tablets of the divine plan, and the talk that he gave. Some of these things we are going to touch and to study them. И, конечно, мы будем изучать и тех местах, где сам Абдул-Баха нам подсказал, и такие скрижали, которые Абдул-Баха открыл для нас, рассказы Абдул-Баха, вступления его в разных местах в мире, которые имеют большое значение для нас и сегодня тоже. И, конечно, мы будем изучать это все вместе. So we are going to, and I have prepared sort of a PowerPoint presentation in which we will go through various things, various places, various photographs, stories about the master. And also we are going to look at a lot of things that the greatest holy leaf, his beloved sister, says about him and about their father and mother, and so on. It's going to be a very, very different kind of a presentation. И еще очень важная часть есть, где сестра Абдул-Баха, да, где он рассказывает про Абдул-Баха, и это очень важно для нас, как она рассказывает, что она делала, чем она занималась, и как она помогала Абдул-Баха. И мы будем узнать Абдул-Баха через сестру Абдул-Баха тоже. Now, there's going to be a lot of words on your screen, and I put them that very specially because I wanted you to, those of you who can read English and those of you who can understand it, to see it and to try to make out for yourselves that apart from the translations that Nabil is going to make, and hopefully in the future, Fanya Berger is going to make, and others, apart from all of that, that you yourself get a feel of that the original words that came from the greatest holy leaf, how she talks about my mother, my beloved mother, my brother Abbas, for example, that you see it for yourself and that you can see the reality on the screen. Я, конечно, буду поделиться с вами в экране слова, которые говорили сестра Абдул-Баха, да, величайший лист. И как она представляет своего брата или свою родителей, свою маму и младшего брата и так далее. Это очень красиво, как она представляет и как она расскажет вот это все. Вот я хочу воспользоваться вот через слова величайший лист, чтобы мы могли еще лучше понять, кто был Абдул-Баха. И, конечно, Набил будет перевести устно, и в будущее время мы максимально будем пользоваться
из Писания или рассказы, что разные люди рассказывали. Здесь мы говорим по поводу величайший лист, то, что она рассказывала. Но в будущем, еще, может быть, когда Файна Бергер будет перевести в программе, мы будем максимально пользоваться экран, чтобы все могли почитать и почувствовать сами эти времена, которые величайший лист проводил с Абдул-Баха. Now, I right at the beginning, let me say, I am technically not very, very good. No, I'm not good at all. I depend on my son Ruhi, that you already met, to help me with the presentation. Technically, I am going to make mistakes, so please bear with me and excuse me from the beginning. Sorry about that. Извините, друзья. Я очень извиняюсь, что вот технически хорошо, и поэтому я спросил мой сын Рухи, который вы, многие из вас знаете его, вот я спросил, чтобы он меня... So if сделать презентацию, и чтобы я могу больше заниматься. If I may kindly ask Nabil to let me do the screen share, I will try to go into the PowerPoint and start the program. You can share now, no? Yes. Okay. So this is the program, dear friends. We start with, of course, the master. That's the name of the program. And here is the beloved master Abdu'l-Baha when he was about 24 years of age. Друзья, вот мы начинаем вот с нашей вот первые слайды, которые мы называем программу так, как учитель, да, наш учитель Абдул-Баха. И вот здесь фотография, в этом ему где-то 24 года. Now, dear friends, you know, I already mentioned that Abdu'l-Baha was born on the same night that the beloved Bab declared his mission in Shiraz in the city of Tehran. И я вам, друзья, помните, рассказал, что очень символически то, что мы начинаем сегодня эту программу, потому что завтра, вот тот день, где сам Баб объявил себе свою миссию в городе Шираз 23 мая. Now this is an old picture of the city of Tehran. Это вот старая фотография в городе Тегеране. Вот этот день еще родился сам Абдул-Баха в городе в Тегеране. Now, but of course, as you all know, Baha'u'llah's family were from the province of Nur in the north of Persia. They were very rich. The family was well known. The father was a minister of the Shah, so they had a lot of wealth. They had homes in Tehran. They had homes in the various parts of the countryside in and around Tehran.
И, друзья, вот вы должны знать, да, вот то время, когда время вот до того родился Абдул-Баха, и время Бахауллы, то есть сам Бахаулла и его семья, они были очень богатыми людьми, семья очень были богаты. И потому что отец Бахауллы, он был министром в самом правительстве у шаха, да, и поэтому у них было разные дома, разные местах, и деревни, и в городе, и на разные времена они жили в разных местах. И поэтому у них все было хорошо, у них были такое богатство, потому что они были такой семья очень богатая. And I mentioned that, you already know this, but I mention it because it's very important to realize that Abdu'l-Baha and the Greatest Holy Leaf and the children grew up initially in a very nice home, in very nice surroundings. They would go out into the countryside to the home of their father, and everything was absolutely wonderful. И почему я вам это все расскажу? Потому что когда Абдул-Баха и величайший лист, и они когда были еще маленькими детьми, у них в жизни все было хорошо, потому что они жили хорошо, у них семья была хорошая, дома были хорошие, поэтому у них детство прошли очень гладко, очень хорошо. И вот этот возраст, когда Абдул-Баха и величайший лист, вот Мирза Мехди, они когда были очень маленькие, они прошли очень хорошее детство. And then you can see that, we read in the stories that the Greatest Holy Leaf tells that she says, we used to go to our house in the country sometimes. My brother Abbas and I loved to play in the beautiful gardens where many kinds of wonderful fruits and flowering trees grew. And here you can see a photograph of one of those areas in the mountains near Tehran. И величайший лист расскажет на своих рассказах, что они очень любили вот с Абдул-Баха, она звала так, мой брат Аббас, и мы очень любили поехать в деревню и отдыхать там. Там очень красиво, и эти сады, очень много фруктов, овощей, там цветы, они все время росли там, и они играли, говорит, все время, и они были очень довольны. И вот величайший лист это все расскажет, очень красиво рассказывает. And it is also very interesting to know that it was in one of these houses in the countryside when Baha'u'llah was there that the situation of shooting the Shah of Persia happened, and that Baha'u'llah had to leave this place, and then he was arrested and had to walk all the way to the city of Tehran, which is miles and miles and miles away, on foot to the Siyasat. И эта картина, друзья, вы видите, это вот старая картина, где этот деревня, и вот в этих деревнях находился Абдул-Баха с величайшего листва и вот Бахаулла. Вот один раз, когда они приехали сюда на отдых, это время вот произошло нападение в Шаха. Вы знаете, да, вот несколько баха'i нападали в Шаха. И вот именно из этой деревни они, милиция, которые приходили, взяли Абдул-Баха и всю семью, и отсюда вот их собрали, и потом дальше отправили Бахауллу в Сиачал, да, в тюрьму. But really, I like to concentrate on the life of Abdu'l-Baha, and so I'm going to go to the next slide, where again the Greatest Holy Leaf
is talking about running around his father's house with the greatest holy leaf. And they, as children, I really want us to see this and understand that children were children. Abdul-Baha was a child, grew up as a child, and he used to play with his sister, the greatest holy leaf. Mirza Mehdi was only 2 years old. They couldn't play with him so much. But the two of them used to play in their father's house. And the Guardian tells us, also here, and says, talking about the greatest holy leaf, he tells us that she never dreamt when, as a little girl, she was running around in the courtyard of her father's house in Tehran, in the company of him whose destiny was to be one day the chosen center of God's indestructible covenant. И очень интересно, что вот величайший лист, она очень красиво всегда рассказывает, какое детство было у них. Они с Абдул-Баха играли. Друзья, мы должны знать, да, они, Абдул-Баха и величайший лист тоже было как обычные детьми. И они, конечно, наслаждались играть как детьми. И у них детство как обычно, как у всех нормальных детей прошло. И, конечно, самый маленький брат, да, Мирза Мехди, он был очень маленький, ему 2 года было тогда. Ну, конечно, они вдвоем не могли с ним так играться. Но они бегали вокруг, вокруг дома, и они знали, что это дом своей отцу, и отец это все построил для детей. И они, как брат и сестра, всегда очень радовались приходить туда, в эту деревню, в эту местность, и играться, как маленькие нормальные дети. Да? И еще Шоги Эфенди, хранитель, написал в одном месте, что эта маленькая девушка, да, даже никогда не подумала, что вот когда она была маленькая, когда она бегала вокруг этого дома с своим братом, что этот брат, который вот приходил в Тегеран, этот дом, который она всегда вот игрался, который радостно встречался с ними, она говорит, что она никогда не подумала, что этот вот маленький мальчик будет избран Богом, чтобы стать центром завета божественного, центр завета у Бога, да. И это вот она говорит, что она не может словами рассказать, что она даже никогда не подумала об этом. Now, this is the house. You can see what a beautiful house Baha'u'llah had in Tehran. And you can imagine the greatest holy leaf and Abdu'l-Baha chasing each other around the pool, around the garden, under these archways, and running in the room and out, and you can see the children. You can see Abdu'l-Baha and the greatest holy leaf, just like two ordinary children as we know them and love them. And this is the house that they used to run in and out of. И эта вот картина показывает тот дом, который они вот приходили, проживали, они как дети бегали, они вокруг этого фонтана, этот сады, они везде бегали как обычные нормальные дети. И вот представьте, какой вот этот величайший вот этот дом, такой большой, огромный дом. И они приходили, вот они бегали все время, они очень радовались, как обычные нормальные дети. It makes it so much real. It is so wonderful. It's so lovely that we can see Abdu'l-Baha and the greatest holy leaf, running after each other and playing together like ordinary brothers and sisters. И, конечно же, мы можем представить, мы можем радоваться и представить, что вот как они, величайшие листы, вот Абдул-Баха, как они, как маленькие дети бегали вокруг этого дома.
это просто очень такой радостный, очень такой представление, чтобы знать, что сам Бахаулла и величайший лист тоже было как дети. Обычно дети, они бегали, гуляли вот здесь, в этом доме. And this is the picture of the same house, but the color picture. But it is so lovely because I want to tell you the story. At the top it says, Tahira held the master on her lap behind the curtain. This is a story that Abdu'l-Baha himself tells us. И это вот картина, друзья, и тоже дом, просто здесь уже цветной картина, и увидите, что какой красивый и какой центральный сад там. И вот в этом месте, как в картине написано, Tahiri held the master on her lap behind the curtain. Вот я хочу вам рассказать то, что рассказал Абдул-Баха, что в этой истории я хочу вот поделиться с вами. And that story, you can, of course, those of you who have an English copy of the Dawnbreakers, you can read it in the Dawnbreakers. It's on page 285. И, конечно, вот то, что я хочу рассказать, это есть написано вот на английском, да, про историческую часть этот рассказ, вот можете читать, но я вам расскажу сейчас. But the story is very, very touching, very moving. And I will tell you, because it's part of the life of Abdu'l-Baha that I want us to get to know. И это почему я хочу вам рассказать, потому что это часть в жизни Абдул-Баха, которую я хочу, чтобы вы знали. You see, this house, Baha'u'llah had all the time, constantly, he had guests, Baha'i people, he has the government officials, he had anybody who would come to the door was welcome to come inside. And it was always full of people. И этот дом, который вот вы видите в картине, это дом Бахауллы, этот дом Бахауллы всегда здесь ходили люди, всегда были гости, которые постоянно приходили. Или правительственные, или бахаи, или друзья бахаи, или просто друзья семьи. Ну, постоянно здесь много людей находились. And of course, you know that Baha'u'llah had arranged that Tahireh, when she was moved from Qazvin, to come and stay in this house with the family, because Tahirah's life was in danger, and Baha'u'llah wanted to protect it. So she was in the house of Baha'u'llah. И, может быть, вы знаете, что Бахаулла сам организовал, чтобы Tahire, она сама из Казвин, чтобы приехала сюда, чтобы проживала здесь, потому что было такое время, что ее жизнь была очень в опасности, да, и чтобы держать его в безопасности, Бахаулла сам организовал, чтобы они немедленно ее привезли и жили в этом доме. And of course, at that time, Abdu'l-Baha was 3 or 4 years of age, so he loved to be with Tahireh. И, конечно же, когда вот Tahire приезжала в этот дом, сам Абдул-Баха был года 3 или 4. И, конечно, в таком возрасте, когда он видел Tahire, он все время хотел провести время с ней. And on this particular occasion, Wahi, you know, the great Wahi, who accepted the Bab as a representative of Muhammad Shah, came to Shiraz to investigate the truth of the message of the Bab. And when he found it, he never went back to the Shah. He continued to serve the cause of the Bab. So that Wahid
came to the house of Baha'u'llah. И вы, может быть, слышали о Вахиде, да? Вахид сам пришел встретить Баб, сам пришел понять, что происходит, что пришел новые религии, сам король его отправил, чтобы пойти посмотреть. И он немедленно приехал и изучал вот это все информацию. И он сам принял веру, когда он приехал вот изучать об этом все, и должен был доложить царю, да, и шах. И он принял веру, и потом, когда обратно пошел, вот, доложил все. Хотя шах не очень хотел, чтобы он принял веру, но он дальше продолжался, чтобы служить веру. И сегодня, и сейчас Вахид, и мы знаем его в жизни как вот Вахид, да? And usually, you know, in those days, women and men did not mix together sitting in the same room. Men would sit in the room, then there was a curtain, and behind the curtain, all the women would be sitting. И вот того время, знаете, такое была культура, что мужчина и женщина не сидели в одном комнате, вместе не сидели. И, естественно, все мужчины сидели в зале, и все женщины сидели за такой занавески, который можно было видеть, кто там дальше сидит. И все женщины сидели вот за это занавески. And Abdu'l-Baha tells us that Tahireh was sitting behind the curtain and Abdu'l-Baha was sitting on her lap. And Wahid and Baha'u'llah and other people were sitting in the other part of the room, on the other side of the curtain. And Wahid was talking about the message of the Bab and all that had to be done and everything. He was, you know, he liked to talk like me. И очень интересная была ситуация, когда вот сам Вахид, когда вот приходил к Бахаулле домой, и вот включено все Бахаулла и все мужчины в доме вот сидели в зале, и вот за эти занавески сидели все женщины, и впереди там сидела Тахире. И у Тахире на руках сидел Абдул-Баха, и сам Вахид к это время начал рассказывать Бахаулле и остальным, которые собрался, там само послание от Баба, что кто был Баб и чем мы должны заниматься сейчас. И вот он очень любил рассказывать и рассказывать, примерно вот как я рассказываю. И вот в этот день он начал вот это все рассказать о Бабе и чем дальше должны заниматься. And then Tahira was listening, and at one point, Wahid was going on and on and on talking, and Tahira from behind the curtain says, Wahid, it is time to act. There is enough talk. Talk is not what we need. Now is the time for action. Abdu'l-Baha tells us this is what Tahira told Wahid from behind the curtain. And he says, I remember I was 4 years old sitting on Tahira's lap. И Абдул-Баха позже время рассказывает, что произошло этот день. И очень интересные вещи произошло, что вот Вахид очень долго говорил, и он говорил, что мы должны заниматься, и очень долго говорил. И Абдул-Баха говорит, что я точно помню, что рассказал тогда Тахире, говорит, Тахире сразу вот взялся и остановил Вахида, сказал, Вахид, останови, не говори много, сейчас время, что мы должны действовать. И она говорит, что мы уже много говорим, сейчас уже пришло время,
что мы должны сейчас действовать. И Абдул-Баха позже время расскажет, что насколько он помнит эту ситуацию, и как Тахире она остановила Вахиду, сказала, что хватит говорить, давай действуем сейчас. Now, Abdu'l-Baha, when he was about 6 years of age, was attending a school in Tehran. And it is very, it's very interesting to know how mature he was at that age. And Nabil tells us the story of one day when he was asked to take Abdu'l-Baha to school. И очень интересно, когда Абдул-Баха был просто 6 года, да, 6 лет, это время он ходил в школу, и его провожали в школу сам Набиль. И вот кто писал повествование Набиля, да, вот это. И он говорит, что очень интересно, что к 6 лет у него было такое знание, что все, которые позвали Абдул-Баха, говорили ему вот такой с титулом Ага, да, Ага или там мастер или учитель. И все, даже несмотря, что ему только было 6 лет, и все начали смотреть на него как очень с уважением. И вот Набиль про это рассказывает. Now, it's very interesting that at that age, Abdu'l-Baha was already called Agha, which means the master. So Baha'u'llah had given him this title even at that young age. И так интересно, что к это время, вот 6 лет, да, можно сказать, ребенок, ну, представьте, что сам Бахаулла давал вот это качество Абдул-Баха, чтобы люди вот его звали, даже несмотря на его возраст, чтобы люди его звали Ага, да, Ага это значит учитель, да. And Nabil tells us the story that one day he visited the house of Baha'u'llah in the morning, and the brother of Baha'u'llah, Mirza Musa, said to Nabil, listen, the servant has gone to the market and is not back yet. And Agha, that is the master, Abdu'l-Baha, has to be taken to the school. Would you be kind enough to take him to school? And Nabil says, of course. И вот один день, когда вот Набиль приходил к дому, там был брат Бахауллы, да, который звали Мирза Муса, и он подошел к Набилю и сказал, вы знаете, что вот слуга, который вот занимается вот эти дела, он пошел в базар, он пошел на рынок, и он еще не пришел, и вот, ну, сейчас надо отвезти Абдул-Баха в школу. Вы не могли бы отвезти ему в школу? И он сказал, конечно, я могу, я пойду отвезу его в школу, сказал Набиль. And then Nabil describes this small child. He says, a child, and that I read, the child of exquisite beauty, with his hat on and his cape is like a coat, came out of the room. И он рассказывал, что он сказал, конечно, я его отвезу. И когда он сказал, что спросите, чтобы он подготовил, и Набиль увидел, как этот маленький ребенок пошел в комнату и подготовился и вышел. И он смотрит на него, говорит, ну как тщательно, как очень аккуратно, что он одел свою куртку и очень аккуратно одел свою головную уборку. И
И Набиль смотрит, и он вообще был в шоке, что как красиво и тщательно было одето. And Nabil says, I bent down to lift him up and carry him to school. He was so small. И Набиль говорит, что вот я наклонулся, я хотел поднять Абдул-Баха, потому что он был совсем маленький, мальчиком. Я хотел его взять на свою ручку. But he said, Nabil says, the child extended his hand and says, you can hold my hand and we shall walk together. И когда вот Набиль хотел маленький ребенку поднять и отвезти в школу, этот маленький мальчик отдал его руки и сказал, вы можете подержать мою руку, и мы вместе можем походить, и мы можем пойти в сторону школы так. And then Nabil says, and then the whole way he was talking to me. And when we reached the school, there he said to me, come again this afternoon and take me back to my home. И Набиль рассказывает, что так интересно было, что все это время они вместе входили, держали за руку. И как только пришли рядом в школе, этот маленький мальчик говорит, очень приятно было вот с вами прийти, сейчас вы можете вернуть, пойти домой, ну, позже приходите меня забрать и отвезти меня домой. И так говорит Абдул-Баха. So, dear friends, we can see the personality of this child is already so far developed that he is in control, he's in charge, he's telling Nabil, who thinks I'm taking a little boy to school, is telling Nabil what to do. And this is, I find this is incredible from a small 6-year-old. Я думаю, что это очень необычно, вот 6-летний мальчик вот в наши дни, чтобы так вести с собой. Это показывает, что даже вот в 6 лет Абдул-Баха все взял в свою руку, и он все контролировал. И представьте, кто был Набил тогда, взрослый мужчина, который хотел ребенку отвезти в школу. Но несмотря на это, сам этот мальчик руководил с Набилем тоже. Он ему рассказал, что сделать, когда прийти, забрать его, отвезти его домой. И вы можете вот представить, даже на этом возрасте Абдул-Баха показывал вот свои эти качества. So, dear friends, now this is some of the stories just to give you a little glimpse into the personality of this child that is growing up under the guidance of Baha'u'llah. Baha'u'llah is guiding him constantly. This child is being trained for the future. И вот вы можете вот представить, да, несмотря на этот маленький возраст его, но Бахаулла постоянно его обучал, Бахаулла постоянно следил за него. И самые ранние возрасты, самые маленькие возрасты Бахаулла дал вот эти все качества, которые вот, несмотря на его возраст, и вот всегда Бахаулла вот держал, чтобы наблюдал его и руководил, чтобы Абдул-Баха на все эти возрастах получил его прямое благословение. Да? Вот всегда Бахаулла смотрел за него, потому что он хотел из самые ранние возраста подготовить Абдул-Баха. Now, this situation is going to change very quickly, very soon, because of the happenings in Tehran and the fact that Baha'u'llah was taken to see our child. И, конечно, вот эта ситуация
скорее меняться, потому что они меняли, сделали эти проблемы, нападения Шаха, и они пришли, забрали Бахауллу, потом решили его отправить дальше в Сиачал. And we read about how Baha'u'llah was taken to Siachal and suffering on the way in the hot sun without a hat, and the crowd throwing stones, and in a most terrible way he was led to the Siachal. И мы знаем, да, и есть рассказы, как они забрали Бахауллу, когда они забрали его в Сиачал, и люди, которые стояли по дороге, и они кричали разными словами, потом выбросили камешками, и такой очень сложный день был такой, и очень жаркий день, очень тяжело было Бахаулле. И в таком атмосфере они забрали Бахауллу сам в тюрьму Сиачал. But we don't know. We hardly ever hear what happened to Asiya Khanum and to the children, how they felt, until we heard the greatest holy leaf tell the story, and this is what she tells us. Ну, например, в этот день мы не знаем, что произошло в доме, да? Например, мы не знаем, что произошло с женой Бахауллы, Асия Хану. И величайший лист, она рассказывает это, что произошло дальше. And of course, you can read it for yourself. And she is talking about my poor mother's face grew whiter and whiter from fear. She saw what is happening to her beloved husband. And we children were terribly frightened and could only weep bitterly. And immediately everybody, all the relatives and friends and servants, they all left and ran away from the house. Only two people, one a manservant, Esfandiar, and another one a woman. These are the only ones who stayed with the family. Everybody else left them. And she says our palace and the smaller houses belonging to the palace were very soon stripped of everything. Furniture, treasures, all were stolen by people, because the people running destroyed everything and stole everything and left them standing there, frightened, crying. It must have been the most awful and horrible situation possible. И такой Пауло Сиачал, и все, кто остались дома, они были такие ситуации, что они не могли понять, что будет дальше. И такой очень сильный такой их напугали насильно так, что величайший лист говорит, что его мама, да, Асия Хану, говорит, лицо было такое белое, говорит, что она только была напугана, и все дети, они очень сильно напуганы были, и эта ситуация была очень такой непонятной всем, и все, которые были в дворце, и все эти маленькие дома вокруг этого дворца, все слуги, все люди, которые были в этих домах, они вообще убежали, они очень боялись, когда они забрали Бахауллу Сиачал. И из всех услуг, один услуг остался, звали его Исфандияр. И он сам единственный мужчина, который
остался в доме. И еще одна женщина, вот служанка, она осталась, да? И вот они вдвоем остались на самом дворце. И все эти и в дворцах, и в домах были очень много драгоценные эти мебель и очень много вещей, которые они пользовали. Это все люди, которые вот убежали через это, они все украли, с собой взяли. И поэтому там был такой большой, такой хаос был, что люди бегали туда-сюда, непонятки. И все, которые прошли через эти маленькие дома вокруг самого дворца, они украли все, что они могут оттуда. И мебель, и драгоценности, все, что было, все, что могут взять с собой, они взяли. И вот такой хаос был, такая ситуация была, когда они взяли Бахауллу в Сиачал. Now, dear friends, you can see what happened from 1 minute to the next. A house, which the greatest holy leaf calls it the palace. You saw the photograph of such a beautiful place. It's wrecked completely. Everything is stolen, and they are left with nothing. И, друзья, вот вы можете представить, да, люди, которые были очень богатые, люди, которые было все, за один миг, за один момент, у них жизнь вообще переворачивалась так, что они не могли понять, что произошло. Потому что все, что у них было, они все за один миг потеряли все. And then Baha'u'llah was taken to this place. This is a picture of the outside of Siachal. И это вот фотокартина, это вот are you changing the picture? Yeah. Вот это вот фотография, да? Это вот возле входа в самом Сиачале. Вы видите, что какая ситуация там, какое состояние в этом здании. Это вот как был Сиачал тогда, когда они привезли Бахауллу туда. So to continue, the greatest holy leaf goes on to say that the uncle, Mirza Musa, was always very kind to them and helped my mother and her 3 children to go into hiding. And she succeeded in saving some few of the marriage treasures that she had. And these things she sold, and with the money, she paid the jail, the people in the prison, to get food to Baha'u'llah, and also to be able to buy things for the children. Друзья, вот подумайте, да, когда они только вот забрали Бахауллу, семья Бахауллы была настолько беспомощна. И, друзья, такой вот атмосфера была, такая ситуация была, что когда забрали Бахауллу в Сиачал, семья Бахауллы не знали, что сделать. И вот тогда там находились брат Бахауллы, да, Мирза Муса. И вот он очень всегда был очень добрый, всегда помогал семье Бахауллы. Но он помог жене Бахауллы и 3 детей, чтобы их забрали, чтобы они спрятали в каком-то месте, чтобы их никто не нашли. И когда они вот спрятались там, жена Бахауллы,
она нашла какие-то драгоценности, которые она получила на свадьбу, да, и когда была свадьба, кто-то дарили какие-то драгоценности, и она взяла это все и дала в руки Мирза Муса и сказала их собрать, и она воспользовала эти деньги, чтобы отправить какую-то еду Бахаулле в тюрьму. И она еще из этих денег заплатила охранники в тюрьме, чтобы они разрешили, кто взял эту еду Бахаулле, чтобы взять внутри саму тюрьму. И это было очень такой непонятная ситуация, что вот она сделала, что она могла, и она вот очень хотела, чтобы максимально, чтобы она могла вот покормить Бахауллу, да, и вот такой они сделали, чтобы поддерживать Бахауллу, которая вот это время сидела в тюрьме. So, dear friends, I think I have talked a lot today and you must be getting tired. So what I suggest is that with your permission, we'll stop and continue next week with the story of what happened during the time when Baha'u'llah was in the Siyah. How did Asiya Khanum look after the children? What happened? What were the sorrows and pains? What had Abdu'l-Baha to do? What did the greatest holy leaf do? And what happened to Mirza Mehdi? All of these things are the things that we have to talk about, and it's all very painful. And I don't want to make you very sad today. And so we leave it because tomorrow is a day of celebration. I think we will leave it today, and then next week we will continue. Ну, друзья, я хочу, вот мы на сегодня остановились на этом ноте, потому что следующее, вот дальше то, что я хочу вам рассказать, какова ситуация была в самом начале. И когда, пока Бахаулла проживал в начале, как проживал в самой семье Бахауллы, и чем занимался дети, чем занимался величайший лист и Абдул-Баха, и Джамшид, и я хочу вам это все рассказать, но это, конечно, немножко грустно, поэтому я не хочу, чтобы оставить грустно вас, потому что завтра у нас праздничный день, завтра декларация Баба, и поэтому я хочу, чтобы вы остались сегодня все довольны, все счастливы. И следующей неделе, конечно, я также расскажу, мы будем больше говорить о этой ситуации, когда сам Бахаулла был заключенным в Сияхчале. So thank you all very much for your patience. I hope you have a lovely day tomorrow with the celebration. Maybe they have some questions. No, fees. Ага. Аллах, вот вопрос, а 22 или 23 декларация Баба? Завтра же у нас 22, а по-моему 23 или... Да. Вообще это по календарю Бади будет завтра. So, Mr. Nikolai asked the question if the declaration is tomorrow or day after. Yeah. So I said, according to the Badi calendar, it's tomorrow. Yes, you're right. Thank you very much. You're welcome. If there are questions, I will be happy to answer. Если есть какие-то вопросы, можете задавать сейчас. Если у вас нет вопросов, у меня будет вопрос. Я хотел у всех спросить, вот
Вам удобно ли это время, вот пятница, 5 часов по московскому, сделать эту встречу, если есть кого-то приглашение, может быть, если кто-то знает, и другие друзья, еще друзья, хочет присоединяться, но они не могут, потому что какие-то другие программы. So I just asked them if, I just have a question for them, if this time, Friday, 5 o'clock Moscow time, if it is okay for everyone, maybe they know some other friends that they would like to join also, but they cannot come on Fridays, but is it another day? So we want maximum friends to participate and to enjoy this session. Sure. Это очень замечательно, что в 5. She said it's very good, said starting at 5. Ой, Набиль, я думаю, что это нормально, не надо изменять. Потому Нормально, что, да, да, да. Да, если одному, двое неудобно, это не означает другим. Не, конечно нет, да, да. Да, все, я думаю, что это надо оставить нормальный режим. Ну, Хорошо, как вам хорошо. удобно, как вам удобно, можно и в 6. Нет, Ну, вот я просто я- задавал вопрос, может быть, есть побольше Ну, один друзей, раз которые можно хотят, но не могут, потому что... Ту конференцию один раз можно пропустить в пятницу, например, а быть здесь. Поэтому ничего, я думаю, страшного, если и в 6. Наоборот, Да, хорошо. большинство... если- Хорошо, мы еще мы поделимся с информацией, и вы все можете поделиться с информацией, потому что вот плакат и Zoom ссылку то же самое на каждую неделю, каждая пятница, 5 часов по московскому. Можете всех ваших друзей, родственников всех пригласить. So I told them that looks like this time is okay, so we will continue next week at the same time, same place, same Zoom, and they can invite all their friends and relatives, all other friends to join and to enjoy these sessions. Хорошо, друзья, если больше нет вопросов или какие-то комментарии, мы можем закончить на сегодня. Благодарим господину Джамшиду Арджоманди за его время и за подготовку, чтобы поделиться с нами этой информацией. Friends say thanks for you. Спасибо большое, друзья, за большой такой очень... Джамшид, Набиль, очень для меня такая большая, конечно, открытие жизни Абдул-Баха, его детстве. Очень ценная информация, благодарю. Спасибо большое. Thank you very much for all the information that she knew a lot of new things today about the early life of Abdul-Baha, and she hopes to continue. Тогда спасибо, друзья, за все. Встретимся в следующей неделе, пятница, 5 часов. Спасибо вам большое. Пока. Thank you very much. Спасибо. Аллах. Спасибо. Thank you very much. Аллах. Allah. Thank you, Nabil. Thank you, Nabil. Thank you all. Thank you. My pleasure. Thank you. Спасибо всем. Bye. Thank you very much. Love. Allah.